Спица номер 2, пряжа, и итальянским способом набора выполняю набор общего количества 52 петли. Последняя петля, как при обычном способе набора. После набора петель выполняю вязание 2 рядов полой резинки. Первую кромочную снимаю, а далее смотрю, петля открытая, лицевая, ее вяжу. Следующая петля с бугорком, ее снимаю, при этом рабочая нить перед работой. Снимаю, лицевая петля открытая, вяжу, изнаночную петлю снимаю, нить перед работой, лицевую вяжу, изнаночную снимаю, нить перед работой. Выполняю вязание этого ряда до конца. Последняя петля кромочная, ее вяжу изнаночная петля, после чего выполняю вязание второго ряда также. Лицевую вяжу, изнаночную снимаю. После вязания 2 рядов полой резинки выполняю вязание резинки 1 к 1. Одна лицевая, одна изнаночная. При этом первую кромочную снимаю, а последнюю кромочную вяжу изнаночной. Первую петлю снимаю. Дальше смотрю, петля лицевая, вяжу ее лицевой. Петля с бугорком, изнаночная петля и чередование. Лицевая петля, изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля. И выполняю вязание 6 рядов резинки 1 к 1. Выполнив вязание резинки, все петли я перенесла на спицы номер 2,5. И далее будем выполнять уже сам узор. Итак, вязание первого ряда, а также будет выполняться вязание всех нечетных рядов, то есть первого, третьего и так далее, тех рядов, в которых нет перемещения петель. При вязании основной части я буду вязать кромочные петли, так как у меня вяжутся крайние петли. Здесь они у меня изнаночные, поэтому первую кромочную и последнюю кромочную в лицевых рядах я буду вязать изнаночными петлями. Вязание первого ряда. Кромочная петля, изнаночная петля, 2 изнаночные петли, 1, 2, 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные петли, 1, 2, 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли, 1, 2, 8 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 изнаночные петли, 1, 2, 8 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 изнаночные петли, 1, 2, 8 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 изнаночные петли, 1, 2, 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли, 1, 2, 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные петли, 1, 2, кромочная петля, изнаночная петля.
Вязание второго ряда, а также всех четных изнаночных рядов выполняются все петли по рисунку. При этом первая кромочная и последняя кромочная, в этих рядах я их вяжу лицевыми петлями. И далее все петли по рисунку. Кромочная, лицевая петля, а далее смотрим: петля открытая, лицевая, открытая, лицевая, петля с бугорком, изнаночная петля, изнаночная, 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 петля открытая, лицевая. И так выполняем вязание всех изнаночных рядов. После вязания второго ряда выполняю вязание третьего и четвертого рядов. Вязание пятого ряда, и в пятом ряду первое перемещение петель. Кромочная петля, изнаночная петля, 2 изнаночные петли, 1, 2, 2 петли на дополнительную спицу, за работу оставляем. Следующие 2 лицевыми, 1, 2, возвращаем 2 петли, вяжем их лицевыми, 1, 2, 2 изнаночные петли, 1, 2, 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли, далее 2 петли на дополнительную спицу за работу. Следующие 2 петли лицевыми, 1, 2, 2 петли возвращаю и вяжу их лицевыми, 1, 2, следующие 2 петли на дополнительную спицу перед работой, 2 лицевыми, 1, 2, петли возвращаю, вяжу их лицевыми, 1, 2, 2 изнаночные петли, центральные 8 лицевых без перемещения, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 изнаночные петли, 1, 2, 2 петли на дополнительную спицу за работу. Следующие 2 вязать лицевыми, 1, 2, 2 петли вернуть, вязать лицевыми, 1, 2, 2 петли на дополнительную спицу перед работой, 2 лицевыми, 1, 2, петли вернуть, вязать лицевыми, 1, 2, 2 изнаночные петли, 1, 2, 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли, 1, 2, 2 петли на дополнительную спицу перед работой, 2 лицевыми, 1, 2, петли вернуть, вязать лицевыми, 1, 2, 2 изнаночные петли и кромочная петля, изнаночная петля. Вязание пятого ряда мы с вами выполнили и также сделали перемещение петель в этом ряду. Далее выполняется вязание рядов до 10 ряда включительно, все петли по рисунку, без перемещения петель, а следующее перемещение петель будет в 11 ряду. Вязание 10 рядов выполнено, и
И теперь вязание 11-го ряда. В этом ряду будет перемещение петель на первом, на последнем жгуте и посередине. Кромочная петля, изнаночная петля, 2 изнаночные петли, 1, 2, следующие 2 петли на дополнительную спицу за работу, 2 лицевые, 1, 2, 2 петли вернуть, вязать их лицевыми, 1, 2, 2 изнаночные петли, 1, 2, 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли, 1, 2, 8 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 изнаночные петли, 1, 2, центральные 8 петель, и здесь делаем перемещение петель. 2 петли на дополнительную спицу за работу, следующие 2 лицевыми, 1, 2, 2 петли вернуть, вязать их лицевыми, 1, 2, следующие 2 на дополнительную спицу перед работой, 2 лицевые, 1, 2, 2 петли вернуть, вязать лицевыми, 1, 2, 2 изнаночные петли, 1, 2, 8 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 изнаночные петли, 1, 2, 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли, 1, 2, 2 петли на дополнительную спицу перед работой, 2 лицевые петли, 1, 2, петли вернуть, вязать лицевыми, 1, 2, 2 изнаночные петли, 1, 2, кромочная петля, изнаночная петля. Вязание 12 ряда, все петли по рисунку. Вязание первых 12 рядов узора выполнено. И далее эти 12 рядов в высоту повторяются необходимое количество раз. При этом на что обращаю ваше внимание? Следующее перемещение петель будет через 6 рядов. И как это мы можем смотреть? Вот смотрите, первый жгут, где перемещение петель было, спицу вставляю, и где следующее перемещение петель. Протяжки вытягиваю и считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов провязано. И смотрите здесь. Ряд с перемещением и изнаночный ряд. И еще следует, значит, провязать 4 ряда, после чего делать перемещение петель. При этом перемещение петель на первом и последних жгутах выполняется в каждом 6-м ряду, а на широких центральных жгутах выполняется в каждом 12-м ряду. И смотрите, как у нас было чередование. Здесь перемещение петель делаем, в первом и третьем делаем, а во втором не делаем центральном. Затем наоборот. Перемещение петель на этих не делаем, на центральном делаем. И так далее. Выполняем вязание основной части необходимой высоты. Выполнив вязание деталей переда на необходимую высоту, в моем случае это 20 сантиметров, и смотрим по центральной косе. 1, 2, 3, 4. 4 раза перемещение петель здесь выполнено. Далее вязание деталей переда выполняется следующим образом. Какое-то количество петель закрывается, затем вяжутся отдельно эта часть и эта часть. Итак, сколько же петель и как нужно закрывать?
взяла дополнительно спицы, расставила и определила центр. Относительно центра мне нужно закрыть центральные 11 сантиметров. Опять же, это по моей выкройке. Если вы вяжете на большие размеры, значит также отмечаете центр и выбираете, сколько сантиметров нам необходимо закрыть общее количество для выреза горловины. В моем случае это 11 сантиметров. И смотрите, получается половина этого жгута и вроде как бы еще одна петля с одной и с другой стороны. Но я буду брать меньшее количество. То есть я буду закрывать 8 центральных, 2 изнаночные, 2 изнаночные, 4 лицевые, 4 лицевые. Общее количество здесь получается 20 петель. Общее количество петель следует закрыть 20. Но закрытие петель выполняется не одним разом, а равномерно. То есть какое-то количество петель закрывается изначально, затем вязание двух частей продолжается и равномерно еще закрываются петли по вырезу горловины. Я это наметила 3, 3, 2, 2, 1, 1. Для больших размеров вполне возможно здесь еще по одной петли добавить с двух сторон. Наметила и теперь считаю в обратном порядке. Всего следует закрыть 20 петель. Пишу 20. Минус 1, минус 1, 18. Затем минус 2, 14. 14 минус 3, 8. И 8 изначально количество петель будет закрываться. А затем вязание выполняется и с двух сторон закрываются эти петли. Для более удобного выполнения вязания и закрытия этих петель я обозначение рядов начинаю с первого. Вязание первого ряда. В первом ряду закрываются центральные 8 петель. Эти петли я отметила маркером. И начинаю вязать ряд. Этот ряд лицевой у нас. Кромочный, изнаночный. 2 изнаночные петли. Здесь перемещение петель у меня не выполняется. 4 лицевые вяжу петли. 2 изнаночные. 1 лицевая. 2 изнаночные петли. 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 изнаночные петли. 1, 2. Маркер убираю и начинаю выполнять закрытие петель. При этом петли буду считать. Первую петлю снимаю, следующую вяжу лицевая, на лицевую переснятую опускаю. Одну петлю закрыла, вяжу, опускаю. 2, вяжу, опускаю. 3, вяжу, опускаю. 4, 5, 6, 7. Следующую вяжу. Обращаю ваше внимание, это изнаночная петля. И опускаю 8. Если петлю я возвращаю сюда, и в этот момент можете себя проверить. Количество петель с двух сторон будет одинаковое. И теперь смотрите, рабочая нить здесь. Выполняем вязание этой части, а затем вернемся к вязанию этих петель. Эту петлю я переснимаю и вязание ряда продолжаю петли по схеме. В этом ряду перемещение петель не выполняется. Вязание второго изнаночного ряда я выполнила, все петли по рисунку. Вязание третьего ряда. В начале ряда закрываю 3 петли. Первую снимаю, следующую вяжу лицевая, на нее опускаю 1, опускаю 2, опускаю 3. 3 петли закрыла, вязание ряда продолжаю до конца
В этом ряду у меня также не выполняются перемещения петель. И затем выполняю вязание 4-го ряда изнаночного, все петли по рисунку. Вязание 5-го ряда. В этом ряду у меня перемещение петель. И в начале ряда также закрываю 2 петли. Первую снимаю, следующую вяжу лицевой, на нее опускаю 1, опускаю 2. И теперь перемещение петель. 2 петли перед работой, следующие 2 вязать лицевыми, петли вернуть, вязать лицевыми. Вязание ряда продолжаю до конца. На этом жгуте также выполняю перемещение петель. Петли перед работой. После чего выполняю вязание 6-го изнаночного ряда, все петли по рисунку. Вязание 7-го ряда и закрываю 1 петлю. Первую снимаю, следующую вяжу лицевая петля, на нее опускаю, 1 петлю закрыла. Вязание ряда продолжаю до конца и затем выполняю вязание этой части петель необходимой высоты. Выполняя вязание далее, смотрите, что у меня получается. Перемещение петель было в 5-м ряду, затем в 11-м ряду и всего, то есть от 1-го ряда у меня здесь выполнено вязание 16 рядов. И нужная высота, прикладываю сантиметровую ленту и смотрю, вот как раз 27 сантиметров общая высота должна быть. Теперь эти петли закрываю. Всего здесь 16 петель, и закрытие петель выполняется также. Первую снимаем, следующую вяжем лицевая петля, опускаем, лицевая петля, опускаем. Так выполняется закрытие всех этих петель. В завершении закрытия петель опускаю, вяжу, опускаю и через эту петлю обязательно рабочую нить еще протягиваю, после чего ее обрезаю, этот узелок еще подтягиваю. Вязание на этой части и закрытие петель мы выполнили. Теперь следует вернуться к вязанию этих петель. Здесь лицевая сторона, 1-й ряд вязания выполнено. Беру рабочую нить и при помощи крючка с изнаночной стороны здесь за протяжку подхватываю рабочую нить, протягиваю и узелок делаю. Затем, смотрите, это лицевая сторона. Нам необходимо закрывать петли с этой стороны также 3, 2, 1 в изнаночных рядах. Вязание разворачиваю, и вязание получается 2-го ряда. Закрываю 3 петли. Первую снимаю, следующую вяжу изнаночная петля, ряд изнаночный, на нее опускаю, 1 петлю закрыла, изнаночная петля, опускаю, 2 петлю закрыла, изнаночная, опускаю, 3 петлю закрыла. Вязание ряда продолжаю до конца, затем выполняю вязание 3-го лицевого ряда, все петли с учетом схемы. Вязание 4-го ряда, и в начале ряда следует закрыть 2 петли. Первую снимаю, следующую вяжу изнаночная петля, опускаю 1, изнаночная петля, опускаю 2. Ряд выполняю до конца.
Затем выполняю вязание пятого ряда. В пятом ряду у меня перемещение петель. И выполняется перемещение петель согласно схеме. 2 петли за работу и на этой части также 2 петли за работу. Вязание шестого ряда. Закрываю одну петлю в начале ряда. Первую снимаю, следующую вяжу изнаночная петля, на нее опускаю. И вязание ряда выполняю до конца. Петли для выреза горловины я закрыла необходимое количество. Здесь у меня также осталось 16 петель. На этих петлях я выполняю вязание 16 рядов, как у меня выполнялось с этой стороны. Выполнив вязание на этой части петель, такое же количество рядов, как и здесь, в моем случае это 16 рядов, и закрываем эти петли. Таким же способом первую снимаю, следующую вяжу лицевая петля, опускаю, лицевая, опускаю. Выполняем закрытие всех петель. На этом вязание детали переда выполнено. Переходим к вязанию детали спинки. Вязание детали спинки вяжется аналогично детали переда. Набирается такое же количество петель, столько же рядов, и также распределяются петли на детали. И выполняется вязание необходимой высоты. При этом деталь спинки вяжется выше, и затем делается закрытие петель. На что хочется обратить ваше внимание, на то, чтобы после закрытия петель с двух сторон оставалось по 16 петель, как на детали переда. Выполнив вязание спинки на необходимую высоту, в моем случае это 25 сантиметров, и сейчас также будем центральные петли закрывать. Также можно проверить сантиметром. Вот 11 сантиметров мне необходимо закрыть. Можно эти места пометить. Здесь также ширина, как и на переде. Вот 11 сантиметров. Это количество петель мне необходимо будет закрыть всего. Значит, первым рядом я буду вязать и закрывать центральную косу и 2 изнаночные, а затем по 4 петли я еще далее закрою. Сейчас вязание первого ряда выполняю от начала. Здесь закрываю центральные 12 петель и вязание здесь продолжаю. Выполним вязание этой части, затем нить обрежем, привяжем здесь и завершим вязание здесь. В этом ряду у меня перемещения петель нет, поэтому кромочная изнаночная петля, 2 изнаночные петли, 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные петли, 1, 2, 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли, 1, 2, 4. Так, здесь получается 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4. Маркер убираю. 5, 6, 7, 8. Маркер убираю и закрываю центральные 12 петель. Первую петлю снимаю, следующую вяжу лицевая петля, на лицевую опускаю и считаю. 1 петлю закрыла, вяжу лицевая, опускаю 2, лицевая, опускаю 3, лицевая, опускаю 4, лицевая, опускаю 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
следующую петлю вяжу, опускаю 12. Центральные 12 петель закрыли. И можете себя проверить. Количество петель на этой части и на этой части будет одинаковым. Продолжаю вязание этого ряда до конца, все петли с учетом схемы. Затем вязание второго изнаночного ряда выполнила все петли по рисунку. Вязание разворачиваю, и получается вязание третьего ряда на этой части петель. Закрываю 4 петли. Первую снимаю, следующую вяжу лицевая петля, на нее опускаю 1, лицевая, опускаю 2, лицевая, опускаю 3, лицевая, опускаю 4. Вязание этого ряда продолжаю с учетом схемы. После чего также выполнила вязание 4-го изнаночного ряда, все петли по рисунку. И теперь общее количество здесь у меня 16 петель. Все эти петли закрываем. Вяжу, опускаю. Вяжу лицевая, опускаю. Так закрываем все петли. Выполнив закрытие петель на этой части полностью, теперь здесь также фиксирую нить, вязание разворачиваю. Вязание первого ряда у нас было выполнено, и теперь симметрично закрываю с этой стороны 4 петли, как и закрывала с этой стороны. Первую снимаю, следующую вяжу изнаночная петля, на нее опускаю 1, вяжу изнаночная петля, на нее опускаю 2, следующая опускаю 3, вяжу, опускаю 4. Вязание ряда выполняю до конца, затем вяжу 3 и 4 ряды, все петли по рисунку как есть. У меня в этих рядах перемещений петель не выполняется. После вязания также общего количества 4 рядов на этой части петель все петли закрываем. Первую снимаю, следующую вяжу лицевая петля, на нее опускаю. Вяжу лицевая петля, опускаю. Так выполняю закрытие всех этих оставшихся петель.